Вот что это за телефон, да? Ох, знаете, как я скажу, ох уж этот Oukitel C61 Pro от Oukitel. Когда вот сильно напоминает что-то, вот, а ну напишите в комментариях, кому что напоминает. Что? Давайте, Galaxy Ultra. Ну, короче, суть-то дела. Мы уже когда-то показывали Oukitel, который выглядит как iPhone. Теперь мы показываем Oukitel, который выглядит как достаточно удачная и топовая модель другого бренда. Но, я вам объясню. Дело в том, что этот смартфон стоит ни много ни меньше $100. $100. И вот что он за $100 может, мы сегодня выясним. Потому что я вам сразу говорю, рекомендаций моих относительно него не будет. Потому что я не смогу такое пропускать. Потому что, Unisoc T606, хотя и 8-ядерный процессор, но в смартфоне это такой себе интересный момент, как его камера. При том, что здесь всего одна камера из 4, которые там есть. Я когда распаковывал, сейчас увидите распаковку, я такой думаю, 5 камер. Это что тут наделали? Они прям реалистично сделаны. Я такой, ничего себе, красавчик. По поводу экрана, смотришь, экран яркий, классный, но разрешение, HD разрешение. 720, грубо говоря, HD+, даже не FHD+. Но при этом 90 Гц. Вот при этом 90 Гц. Что он может? Вот мы сегодня выясним. Можно ли на нем поиграть, какие в нем камеры, что в нем есть ли там GPS, есть ли там быстрая зарядка или нет быстрой зарядки. Но при этом мы с вами ориентируемся на цену в $100. То есть, что может смартфон за $100, который выглядит вот так вот, как Samsung. Поэтому переходим, распакуем, посмотрим, сколько стоит, где можно купить, и перейдем на тесты. Но ссылочки на продавца, ссылочки на оригиналы фотографий, которые делает этот смартфончик, лежат в описании под видео. Поэтому на канале Технозон. Поехали. Oukitel C61 Pro. 6,88 экранчик, 5,150 батарейка, 256 на 24, 8 плюс 16, 4G поддерживает. Здесь у нас ничего интересного, кроме того, что это Unisoc T606 при его-то цене, посмотрим, на что он способен. Сегодня мы просто тупо оцениваем, на что он способен, но на что он похож, вы уже, наверное, догадались, да? Samsung, прям похож на Samsung. Благо с чехлом. Слушайте, прям... Слушай, я реально... Samsung. Чехол еще снять надо. Найди 10 отличий. Ладно, нашла. Специально не буду срывать, чтобы не было каких-то моментов. Так, что у нас тут есть? По бокам Type-C, это динамик, микрофон. Так, это кнопка включения-выключения громкости, включения-выключения смартфона, качелька громкости, 5 модулей, вернее не 5, 3 модуля, 4 модуля камеры и вспышка по идее. Или что тут вообще происходит? Что вот это? Это лазерная камера? Вообще, что они здесь сделали для меня? Вообще мне страшно на это смотреть, если честно. Есть пленка на экране, пленочка. Хорошо, смотрите, какой оно включим. Кстати, на экране пленка. При этом дешевая пленка. Вот почему. Ой, он завибрировал. Да, она, видишь, дифракцию, да, света? Да, вот на определенном экране, уровне, да. Есть. Пока он включается, давай посмотрим, что есть в комплекте. Так, Oukitel есть даже зарядка. А сколько ватт? Охренеть, 10 ватт. 5 вольт 2 ампера. Ни хрена себе. Ладно, это же простой смартфон. А где скрепка? Скрепка есть. Мы не будем ее доставать. Дайте нам другую скрепку, пожалуйста. Так. Посмотрим, что у нас тут за чудо-юдо рыбакит. А ну-ка, давайте, раз. Тут у нас можно либо одну карточку и одну сим-карту, и одну TF-карту, либо 2 сим-карты. Слушайте, а вообще экранчик, я вам скажу, такой себе, смотрите, приличный. Ладно, пошел я настраивать, будем разбираться, что за чудо-то такое. За чехол спасибо, конечно. $104, но это сейчас в распродажный период вообще чуть дороже стоит.
Oukitel C61 Pro 6,88 дюймов, они сразу об этом заявляются, но тут меня интересует, знаете что, вес 216 грамм, он действительно достаточно легкий, и знаете что интересное, что еще пишут, что у него 90 Гц экран, Gorilla Glass покрыта, да ладно, 8 гигабайт на 16, ну имеется в виду 8 гигабайт физической, 16 можно виртуалки на 256, основная камера одна, одна 13 мегапикселей, фронталка 5, 5150 мАh батарея, ну у нас есть GPS, GLONASS, Baidu, Galileo еще и NFC есть, отпечаток пальцев есть, ай-яй-яй-яй, сколько они всего за $100 предлагают, а? Ну и, конечно, дизайнчик скопировали как могли, да, 90 Гц они заявляют. Хорошо, слушайте. Интересное решение для ультрабюджета, прям похоже. Стоп, а что, он еще имеет реверсную зарядку? Ай-яй-яй-яй, слушайте, прям чудо-телефон. Чудо-телефон. Сейчас пойдем проверять уже. Ссылочки в описании под видео. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Купоны на скидку, потому что можно взять еще дешевле с купонами. В распродажный период купоны на скидку тоже в описании под видео. А мы переходим уже тестируем. Так, смотрите, сразу проверяем отпечатки пальцев. А ну давай, раз. Достаточно быстро. Тут уж, ладно, без ошибок практически. Согласен. Все, вроде нормально. Давайте снимем чехол. Все-таки я с ним ходил, с ним чуть-чуть это. А дайте мне подставочку, девочки. Сейчас мне девочки дадут подставочку. Мы посмотрим. Сразу говорю, вот это все фальш-камеры. Мы когда начали снимать, мы поняли, что рабочая только вот эта камера и фронталка. Остальные камеры не работают. Давайте его разместим так, чтобы нам удобно было с ним играться. Если кому интересна такая подставка, уже много лет работает. Югринчик. Лисичка, закинешь ребятам в описании под видео подставочку такую, Югринчик. Очень, очень удобная. Поехали. Достаточно плавный экран. Смотрите, ну действительно плавный. Знаете почему? Потому что у него 90 Гц, по идее. Сильно пересвет. Я не скажу, что у него прям топовая яркость, но в пересвет уходит на камере. Есть NFC, хорошо, сейчас подключено на 2,4 ГГц, вот давайте сразу же модули, да, сетевые, 2,4 ГГц, вы сейчас видите, это достаточно нормальный результат, выше среднего тест, и мне действительно понравилось, ну тут как бы вопросов нет. По поводу 5 ГГц, в 5 ГГц все ожидаемо, с учетом его канальной скорости, тут ничего другого нельзя было ожидать, здесь Wi-Fi 5 модуль, и в районе там 350-400 мегабит на загрузку, на выгрузку, это отличный вариант. Что касаемо 4G, тут нет у нас агрегации на улице, ну мы в центре Запорожья, к сожалению, тут сейчас со связью не очень, 16/30, то есть максимально 30, но в центре, допустим, того же самого Днепра, либо Киева мы могли получить 50 мегабит. То есть без агрегации это максимально, на что можно рассчитывать на таком смартфоне. Давайте посмотрим в настроечки, меня интересует, вот вижу сразу RAM Expansion, то есть мы можем расширить нашу память, можем ее включить, плюс 16 гигабайт, и можем ее и установить таким образом, когда включим. По поводу экрана у нас сейчас уровень яркости 48%, и давайте посмотрим частота. Частота 90 Гц, все хорошо. По поводу AnTuTu. В AnTuTu он набрал 260 757 баллов. Также показываем всю правду. Не скажу, что это хороший результат для смартфона, чтобы поиграть, но что-то можно поиграть. По поводу input lag, да, есть небольшой input lag, как мы видим, да, то есть когда, вот как проверяется input lag на таком тесте. То есть ты должен водить пальчиком и смотреть, насколько быстро кольцо реагирует. Здесь есть input lag, и кольцо за пальцем не мгновенно ходит, да, оно с задержкой идет. Но мы тоже понимаем цену этого смартфона. По поводу GPS, GPS работает, спокойно мы ездили в машине, вот там вообще вопросов нет, то есть мы могли играться с навигацией, и тут как бы все работало безотказно. Давайте попробуем AIDA 64, посмотрим, что нам AIDA пишет. Смотрим система. Система Oukitel C61 Pro, UMS 9230, 8 гигабайт физической на 256 хранилища. Давайте процессор посмотрим. Unisoc Tiger T606, 6 ядер Cortex A55 на 1,6 ГГц и 2 ядра Cortex A75 на 1,6. 8 ядер, ну в принципе такое себе. По дисплею у нас ускоритель Mali G57, 90 Гц экран, 720 на 1640. И самое интересное по экрану, что
я еще хотел сказать. Вот эта вот нелепость, закругленные сами края экрана на квадратной рамке. Выглядит, откровенно говоря, очень-очень такое некрасиво. Теперь по сети, как я уже говорил, Wi-Fi у нас 200 мегабит сейчас скорость связи. Это у нас подключен 2,4. Давайте подключим 5 ГГц. Мне интересна канальная скорость. Перейдем в AIDу. Перейдем обратно в сеть и видим 325 мегабит. При канальной скорости 325 она отрабатывает практически на все свои 100%. Доступа к температурам нет, к сожалению. Скрывают, так скрывают. Ну да ладно, не сильно там и переживали по этому поводу. В качестве мультимедийного устройства можно ли использовать? Да, конечно, можно. Сильно, я вам скажу, рассчитывать на то, что на таком экране вы будете смотреть какие-то 4К ролики, я бы не стал. Но 4К геоплейсы мы можем с вами... допустим, включить, развернули, давайте перевернем, оценим звук. Вот по поводу звука, то, что он моно, это вообще прям очень плохо, вот мне не нравится, серьезно вам говорю. Так, смотрим, что он максимально может декодировать, 720p, это то, что он выбралось, 1080p 60 Гц, хотя звук достаточно нормальный, громкий, углы обзора слабоваты, как мы видим, видите, уже чуть уход в сторону погружает экран в черный цвет. Хотя при прямом просмотре достаточно неплохо. Давайте чуть-чуть дальше, там где светлые какие-то места есть. Давайте посмотрим. Сейчас. О, все. Ну, смотреть можно, хотя уходит в теплые тона. Это вот сам факт того, что я вам рассказываю. Но при этом, я же говорю, для мультимедиа использовать можно. Блин, надо еще и выйти как-то отсюда нормально, чтобы оно не мешало. Так, все, для мультимедиа использовать можно. По поводу игр. Играть, да, без вопросов. Мы вот сейчас играем в PUBG. В PUBG мы бегали. Особо он не грелся, но меня смутило действительно монозвук. Я нормально не мог ориентироваться в пространстве по выстрелам. Стереозвука нет и играть дискомфортно. Можно попробовать играть в наушниках, но мы все прекрасно знаем, что такое играть в Bluetooth. Ладно, с этим хорошо. В настроечках нам дало выбрать средние настройки на высокой частоте. Потом мы перешли поиграть в Shadowguns Legends. В Shadowguns Legends мы тоже смогли выбрать среднюю на 60 Гц, но при этом у нас уже были мелкие какие-то подлагивания. К сожалению, максимально, что мы можем здесь играть комфортно, это средние на 30 Гц. Но при этом поиграть вы можете. Забудьте про 3 проекты, забудьте про стендов нормальный, забудьте про код Mobile Warzone, про, например, такие там тайтлы, как Genshin Impact и тому подобное. Также в нем есть гироскоп, Real Racing спокойно шел, но при этом мне приходилось сильно заваливать смартфон, потому что гироскоп отрабатывал, откровенно говоря, немножко странно. Но при этом, опять же, играть я мог и в целом свои функции смартфон выполнял. Что меня смутило в данном смартфоне? При включении на автоматическую яркость он всегда уходит в полностью темный экран. И такое впечатление, то есть сейчас очень ярко освещенная студия, он должен быть как минимум там очень-очень ярким, но он делает это до того состояния, когда его невозможно читать, да, там невозможно на него смотреть. Например, в моем OnePlus 13, да, то есть если мы вот давайте сравним элементарно два смартфона, OnePlus 13 мы включаем здесь автоматически, и OnePlus 13 у нас тоже в автоматически. Давайте включим здесь и теперь смотрим на разность яркости экрана, хотя здесь экран достаточно ярок, можно даже сравнить, что он ярче, чем в автоматическом режиме OnePlus. То есть все-таки датчик работает немного некорректно, либо просто алгоритмы сбиты, либо там используйте без датчика. В целом за $100 что-то он делает. И я не могу сказать, что прям вот совсем бестолковый смартфон. Вот эта попытка копировать Samsung, она глупая. Лучше сделать нечто бюджетное, но в нормальном дизайне, хотя здесь рассчитано именно на какие-то бюджетные решения. Теперь по фото. Фотографируют, сейчас вот лисичка, лисичка крикни, как он фотографирует? Ну такое. Вот, ну такое. Вот у лисички ну такое, это уже нужно ему ставить приговор на фотографиях, я вам серьезно говорю. Потому что все вот эти вот тесты делает лисичка, что-то он не хочет переворачивать.
Хотя у меня задано автоматический переворот. А, нет, все, выключилось чего-то. Давайте перевернем и посмотрим на фотографии. Все оригиналы фотографий в описании под видео по ссылке. Но цветопередача слабовато. Хотя я могу списать это на экран, то есть нужно смотреть на компьютере. Вот знаете, что еще меня смущает? Меня смущает экспозиция у него. Сильно заваливает, видите, он не может отработать хорошо освещенные участки. В целом что-то фотографирует, но я вам скажу, камера не то что далека от идеала, а вообще, честно говоря, я бы не назвал ее нормальной камерой. Вы знаете, что я очень скептически к этому отношусь. Ну, вот как мы видим, да, то есть она нормально не отрабатывает. Четкость есть, в принципе, 13 мегапикселей есть. Что-то она фотографирует, а по видео... Ну, само собой, здесь никакой у нас стабилизации нет. Лисичка, ты тут ходила на видео где-то? Да, там есть. Там надо нам найти сейчас. О, вот видите, с фокусом на домике проблемы были. Подбила. Хотя, вот видите, с экспозицией проблемы. То есть он не способен отработать, компенсировать встречное освещение, что меня немножечко расстраивало. Сейчас найдем там, где лисичка ходит. Ну, тут она зачем-то солнышко фотографировала. Панорамная съемка есть. Ну и само собой снимает он максимально 30 Гц. Вот, пожалуйста, вот она идет, это мы проверяем на стабилизацию. И вот трясет жестковато. Жестковато трясет, и он не может компенсировать никакие, скажем так, изображения. А здесь вообще мы не смогли нормально отфотографировать. Но в принципе, что-то он фотографирует. Я даже делал фотографии фронталкой. Фронталка более-менее хорошо, допустим, при очень хорошем освещении, вот с фронталочкой можно работать. Видите, хотя, опять же, на фронтальной уж очень сильно трясет, если ты держишь камеру. То есть, ну, очень-очень сильно трясет. Слушайте, ну, больше мне про него сказать нечего. Я готов пройти и прорезюмировать данный смартфон. В качестве выводов скажу. Смартфон за $100. Я не буду кричать, что это топ. Вообще ничего не буду. Но вы увидели, что он может за $100. А вот от вас я хотел бы увидеть в комментариях, нормально ли это за $100, либо ненормально, потому что мне трудно с чем-то сравнивать. У меня вот мои смартфоны, да, они все стоят там от 800 евро. От 800, то есть там OnePlus 13, все знают, что у меня был там Galaxy S25 Ultra, все знают, что у меня там было там, допустим, тот же самый Xiaomi 15 Ultra, а здесь смартфон за $100. Пишите, с вами был Бабл на канале Технозон, пока.